Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовим пушистую маковую косичку. Из такого волшебного мягкого теста можно приготовить не только косичку, но также сделать синнабоны, либо булочные изделия. Можно мак заменить на все возможные начинки, шоколадную, сухофрукты, орехи. В общем, экспериментируйте и напишите внизу в комментариях, какие начинки будете использовать вы. Так, мои хорошие, начинаем с приготовления опары. Она нужна, чтобы активировать дрожжи. Смешиваем теплое молоко вместе с дрожжами, с сахаром и мукой. Интенсивно перемешиваем. Масса должна получиться слегка густоватой, но в то же время и жидкой. Если у вас дрожжи плохие, то активация у вас не произойдет через часик, то дрожжи нужно поменять. Это гораздо лучше, если вы уже, представьте, сделаете все тесто, оно у вас в конце не поднимется. Поэтому, если у вас дрожжи не поднимаются, заменяйте их и делайте все сначала. Опару ставим в теплое место на 1 час. Пока опара будет подходить, готовим начинку. Смешиваем в сотейнике в глубоком молоко, мак, сливочное масло и сахар. После закипания варим на среднем огне, ближе к максимальному, примерно 30 минут, чтобы масса загустела. Начинку перекладываем в любую форму, накрываем пищевой пленкой и даем остыть. Посмотрите, как выглядит хорошо подошедшая опара. Опару перекладываю в дежу для миксера. Если у вас такого миксера нет, не беда, просто замешивайте руками. Сразу к опаре добавляем желтки, молоко и сахар. Перемешиваем до однородности. Следом высыпаем всю муку. Желательно ее предварительно просеять и использовать сильную муку, когда в составе не меньше 12-13% белка. Если такой муки нет, можете использовать обычную. В планетарном миксере с насадкой крюк на средней скорости вымешиваем 3-4 минуты, следом добавляем теплое сливочное масло. Если вымешиваете руками, вымешивайте 5-7 минут, только лишь потом добавляйте сливочное масло и снова опять вымешивайте 5 минут вручную, либо же 3-4 минуты планетарным миксером. В самом конце добавляем соль и вымешиваем еще 1-2 минуты. Глубокую миску смазываем растительным маслом. После миксера тесто в руках слегка еще дополнительно обминаю и выкладываю на дно миски швом вниз. Накрываем пищевой пленкой, чтобы предотвратить заветривание. Ставим в теплое место, у меня это духовка с включенной лампочкой, на 1 час. Достаем и приступаем к обминке. Аккуратно и нежно, в течение 1 минутки этого будет достаточно, обминаем тесто. Делаем мы это для того, чтобы еще больше улучшить структуру теста. Вы видите, какое тесто уже на этом этапе мягкое, пушистое, податливое и с множественными пузырями. Как только вы закончите обминку, складывайте тесто также швом вниз, накрывайте пищевой пленкой, ставьте в теплое место от 45 минут до часу. Спустя время на рабочую поверхность, припыленную мукой, перекладывайте тесто. Так как у меня 2 кексовые формы разного размера, для которой побольше буду использовать 2/3 теста, и которой поменьше 1/3 теста. На самом деле вполне спокойно можно испечь и без формы плетенку, просто на противне, либо же в другой любой круглой форме. Тесто раскатываем в пласт толщиной примерно 0,5 см. Сверху теста выкладываем начинку. Сначала я старалась выкладывать лопаткой, но на самом деле это не так удобно, как делать это с помощью пальцев. И заворачиваем пласт теста в рулет. Старайтесь делать это с натяжкой. Лишнюю муку стряхивайте.
Разрезаем рулет пополам, но не до конца. Приступаем к плетению. Левую часть накладывайте внахлёст к правой и старайтесь раскрывать разрезы, чтобы было красивее. Плетенку перекладываем в форму. И раскатываю тесто для маленькой плетенки. Форму с плетенками ставим в теплое место. Рекомендую поставить в духовку с включенной лампочкой, предварительно подготовить кипяток и налить в глубокую тарелку. Кипяток на самый низ, а форму в духовку. Будет дополнительная влажность, но и также теплота. Если вы не используете кипяток, то рекомендую накрывать пищевой пленкой, но не слишком плотно, чтобы тесто не прилипло. Вот так красиво поднимается плетенка после расстойки. Духовку в это время разогреваем на 180 градусов режим конвекции. Если нету конвекции, не беда, используйте просто режим вверх-вниз. Для смазывания плетенки либо плетенок смешайте яйцо вместе с молоком и обильно сверху смажьте. Первые 10 минут выпекаем при 180 градусах. Потом температуру понижаем от 165 до 170, в принципе не важно. Выпекаем от 30 минут до 45 минут. Ориентируйтесь по золотому цвету булочки. И также, если проткнуть деревянной зубочисткой, она должна выходить полностью сухой. И маленький вам совет, так как духовки у всех разные и мощность соответственно, если вы замечаете, что в процессе выпекания булочка слишком поджаривается, то не рекомендую прям сразу уменьшать температуру, просто сверху положите пласт фольги и дальше продолжайте выпекать. Я думаю, вы согласны, что плетенка в разрезе очень симпатичная. У вас обязательно получится так, а то даже и лучше. Главное, полностью следуйте инструкции. И также обязательное условие: дайте полностью остыть булочки перед тем, как нарезать. Иначе мякиш в противном случае просто сомнется. Тесто настолько мягкое и пушистое, буквально тает на языке. Если в последующие сутки, если у вас булочка останется, будете подавать, рекомендую пару секунд прогреть ее в микроволновке. И маленький бонус и совет от меня. Обязательно сделайте шоколадную глазурь. Вот не пожалейте этих 40 грамм шоколада. Смешайте вместе со сливками, либо сливочным маслом. Можно и с растительным маслом. Я оставлю несколько рецептов, и который вам понравится, тот и используйте. Очень вкусно. Шоколад буквально дополняет эту маковку, чтобы она была идеальной. Дорогие друзья, спасибо вам большое за просмотр этого видеоролика. Мне очень приятно. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Если рецепт вам понравился, оставляйте лайк и давайте общаться внизу в комментариях. Обязательно оставляю рецепт каждому видео в описании. Нажимайте стрелочку вниз справа от названия каждого видеоролика. У вас откроется описание и внутри вы увидите рецепт. Желаю вам приятного аппетита и до скорой встречи.